Добрый день, присаживайтесь. Так, мы с вами продолжаем наши занятия по предмету концепты современного естествознания. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что такое естествознание, чем оно, собственно, занимается, его предметная область общая. Сегодня мы с вами будем говорить на тему, которую частично мы с вами потоптали еще на прошлом семинаре. Мы будем говорить о том, что такое наука и о претензиях науки на то, чтобы изменить мир, сделать его лучше, сделать нас лучше, сделать жизнь нашу более качественной. Вот об этом будем говорить мы с вами сегодня. Итак, наша с вами сегодняшняя тема – природа и общество как объекты науки. А в конце занятия мы с вами вернемся снова к вашей любимой теме современного общества, современного мира, технотронной эры, и поговорим мы с вами об этом также. Итак, общий терминологический тезаурус. В конце занятия я еще раз покажу. Можете быстренько, если вам это нужно, сфотографировать. Напоминаю, вашу самопроверку, знаете вы тему или не знаете. Если 60% терминов вы можете объяснить, значит тема вам знакома. Вот наш с вами общий план. Поговорим на тему, о которой говорили раньше, наука и научность. Поговорим о том, действительно ли наука изменяет что-то в обществе. Поговорим на эту самую интересную тему. Вот, и закончим тем вопросом, которым надо заканчивать всегда. Итак, начнем с эпиграфа Джона Мильтона на тему знаний, потому что тема эта действительно проблемная. Знание словно пища, и нельзя вкушать его чрезмерно, ибо ум избытка не приемлет, вредный груз, отягощая душу, обратит в безумство мудрость, как зловонным ветром излишне становится еда. Это в особенности эпиграф к нашему сегодняшнему миру, когда проблемой стала не нехватка, не недостаточность знаний, а напротив их избыток. Как вам в информационном потоке разобраться, что правда, что неправда, что нужно вам из правды, допустим, а что может вам повредить? Ибо проблема современного человека – это не, опять же повторюсь, не недостаточность знаний, а, к сожалению, ситуации, когда ты совершенно правильное, истинное и вроде бы как даже полезное знание обращаешь себе во вред. И себе как в индивидуальном смысле, так и в общепланетарном, в общечеловеческом. Это просто для загрузки. Итак, наука и научность. Здесь мы с вами пройдемся достаточно быстро, потому что на семинаре мы с вами уже об этом говорили. Итак, начинаем с проблемности понятия науки, поскольку это понятие и процессуальное, и фактологическое одновременно. Наука – это и особый вид знаний, и самодеятельность по выработке этих знаний. Все мы воспринимаем либо в правом эквиваленте, либо в левом эквиваленте. Я лично отношусь к научному знанию, к науке как к знанию. Даже моя оговорка, видите, сейчас это показывает. Но многие мои коллеги воспринимают науку не столько как определенный набор сведений в голове находящихся у тебя, сколько как саму деятельность по выработке, по получению этих сведений. Вот перед вами реверанс в сторону обеих точек зрения. Я об этом постоянно настаиваю, потому что через лекцию мы с вами будем говорить об особенностях современной науки, будем разбирать, что такое принцип неопределенности Гейзенберга, и мы с вами вернемся к этой проблеме, весьма важной. Можно ли нам одновременно рассчитать состояние массы и состояние движения? Вот, мы либо процесс видим, либо видим вещь. В этом ограниченность нашего мышления. Но об этом мы с вами говорили. Говорили мы с вами на семинаре, только здесь повторим, о том, как нам опознать научное знание, в чем его отличие от других форм знания. Значит, я думаю, здесь проблем вызывать не должно. Особенно обращаю ваше внимание на тот принцип, который стоит последним. Он стоит последним не по своей значимости, а, наверное, по степени выработанности среди ученых, согласия по этому принципу. Верификация как критикуемость, как допустимость научной критики, как открытость для критики. Современное научное знание, если оно закрывается, если оно авторитарно настаивает на своей правильности, по определению перед вами уже не наука, а что-либо другое. Так, значит, здесь, смотрю, вы переписываете. Давайте еще минутку, значит, о чем мы с вами говорили. Например, о том, что в вашей любой работе, которую вы пишете, научная ваша работа, реферат,
эссе, курсовая, выпускная квалификационная работа. В любом случае этот пункт, в любом случае этот пункт, какие методы научного исследования вы используете. В любом случае должен быть этот момент. Вот. Ну и, конечно же, вот эти два пункта тоже, как актуальность, аргументированность, почему именно эту тему вы взяли, и степень разработанности проблемы, как это выражено в курсовых и дипломных работах. Так что перед вами не просто там абстрактные какие-то сведения, но то, что вы будете использовать всегда в своей писанине учебного плана. Значит, как я сказал, научное знание, оно особенное. Какое есть знание, кроме научного, об этом уже говорили, только повторяем обо всем об этом. Что здесь требует обозначить? Ну, проблемность, наверное, в том, что мы зачастую думаем, что научное знание – это развитое обыденное. Оно очень сильно отличается. И на обыденном уровне просто принципиально невозможно познать то, что может познать ученый. Про религию говорили, про философию тоже говорили, когда начинают мне давать определение философии, но это наука, которая я сразу останавливаю. Потому что философия – это не наука. Как кинорежиссура не наука. Как поэзия не наука. Это совершенно особый вид умственной деятельности, особый вид духовной культуры. Вот. Ну и особый момент, конечно, вот этот. Потому что сегодня в мире есть целое серьезное движение, которое утверждает, что знать не надо, надо делать. И в процессе деятельности, если надо, у тебя возникнет научное обобщение. Если не надо, не возникнет. Конечно же, в первую очередь это ассоциируется с какими именами? Стив Джобс, Илон Маск, выдающиеся технари, которые не только построили грандиозные империи, не на знаниях, а на умениях и навыках, которые систематично в случае Джобса доказывал, в случае Илона Маска продолжает доказывать о том, что в эпоху информационную знать не нужно, нужно просто делать. Знание придет само по себе, если это будет нужно. Если хотите, можете посмотреть на эту тему. Замечательный сатирический фильм «Не смотрите наверх». Так, ну а теперь все науки, также этот материал мы с вами разбирали, делятся на две категории. Либо науки о природе, которая неизменна, и природные законы неизменны, поэтому мы их называем натуральные, точные, естественные науки. Хотя, конечно, пример с математикой заслуживает особого внимания. В случае человека мы говорим о мире неточности, потому что самих себя исследовать трудно. Мы ангажированы, мы заинтересованная сторона, поэтому что-то мы преувеличиваем, что-то мы, наоборот, преуменьшаем и привираем самим себе. Поэтому мы говорим о том, что гуманитарные науки самые неточные. Наш вуз называется гуманитарный, но в Америке, например, гуманитарий – это обзывательство. Я слышал несколько раз, причем как студенты в споре, причем совершенно в обычном споре, с использованием абсентной лексики, ребята говорили друг другу: что ты рассуждаешь как гуманитарий? Вот, значит, проблема человека, который балансирует между здравой логикой, научной подтвержденностью и моими собственными страстями, в этом особенность. Говорили о том, что некоторые гуманитарные науки выделяются, потому что в них есть некоторый доказательный аппарат. Кое-что в них можно выявить на уровне закономерности. И об этом тоже мы сегодня будем говорить, о том, что можно ли в социальных науках провести эксперимент. Это очень важная, тонкая тема, мы к этому подойдем. И вот теперь новое для вас. Уровни научного знания. Как ученый создает знание, изменяющее мир? Начинаем мы с вами с факта. Что такое факт? Факт – это явление природы, обратившее на себя внимание. Можете так записать в качестве определения. Явление природы, обратившее внимание на себя. Упал кирпич на голову. Или случилось цунами там, где его отродясь не случалось. Мы зафиксировали это явление природы, либо общества. Приличный человек начал вдруг матом кричать в приличном обществе. Мы зафиксировали это явление природы. Мы называем это факт. Буквально переводится фактум как нечто явленное, нечто проявившееся. Итак, факт. Проблема. Следующий уровень, как говорил Сократ, что такое проблема, у него красочное выражение. Проблема – это знание о незнании. Можете, если хотите, записать, но тогда я попрошу от вас более четкого. Проблема – это обозначение отсутствия понимания. Когда я фиксирую, что я не знаю. Я задаюсь этим вопросом. Обозначение непонимания. Обозначение отсутствия связи элементов. Как угодно. Мы называем это проблемой.
Цунами случилось в заливе. В заливе отродясь никогда не было цунами. Мы не понимаем, почему оно произошло. Как воздействует непонимание на человеческую психику? Мы боимся. А раз мы боимся, это нас очень сильно мотивирует. И когда что делает в данном случае ученый? Он берет и специально нагнетает негатив. Он говорит, я не знаю, я не могу этого объяснить. А раз не может это объяснить, что завтра снова будет цунами в заливе, и нас всех смоет здесь, живущих на берегу, мы начинаем нервничать и пытаемся объяснить то, что происходит. Это следующий уровень гипотеза, это научное предположение. Используя те знания, которые есть, стягивая их, как одеяло натягивает на себя ночью спящий человек, начинающий мерзнуть, подобно тому, стягивая определенные отрывочные знания, комбинируя их в худо-бедно правдоподобную схему, мы называем это гипотезой, научное предположение. Следующий уровень, когда мы под гипотезу уже подбираем доказательства, когда это уже не просто высказывание ученого на какую-то определенную тему, а, между прочим, научных гипотез очень и очень много, даже касающихся самых обычных элементов нашей физиологической жизни. Ну, начнем с самого, например, большого, говоря о гипотезе. Например, до сих пор неизвестна точная причина такого физиологического состояния, как смерть. Потому что ученые сегодняшние фиксируют уже определенное количество не только там грибков, простейших, но даже некоторых растений, например, секвойи гигантские, у которых не выявлено ни единого факта, когда они погибают сами от естественных причин. Цианобактерии, например, некоторые. Поэтому ученые создают гипотезу определенную о современном космизме, такое направление в современной науке, о том, что смерть не является закономерностью жизни. Поэтому если мы устраним, возможно, причины, по которым происходит умирание, мало ли, может быть, мы достигнем бессмертия. Или, например, самая простая гипотеза, касающаяся того, что вот некоторые сейчас демонстрируют на задних партах, сон. Мы знаем, что нам для восстановления сил организма нужно поспать. Но какая связь между сном и восстановлением организма? Почему организм у нас не может этого делать просто в момент сидения? До сих пор это является из разряда научных гипотез, объяснения вот этих моментов. Теория – это знание, опирающееся на доказательства. Можете так записать себе определение. Как в геометрии. В школе теорема доказательства. Теория – это знание, опирающееся на доказательства. Знание, опирающееся на доказательства. Доказательства. И когда это знание становится общепринятым, всеми повсюду учеными или хотя бы большинством, мы называем это закон. Явление природы, объясненное досконально. Или по-другому дать определение закона, объяснение, наоборот, природного явления общепринятое. Общепринятое объяснение природного явления. Это закон. В природе, как вы понимаете, никаких законов нет. Нет нигде в природе гравитации, находящейся где-нибудь там, в какой-нибудь реке или в пещере или на дереве. Это все наши законы, мы так объясняем. Поэтому и возникает, об этом чуть позже будем говорить, борьба законов, когда одни законы сменяют другие. Об этом чуть-чуть попозже. Так, вот как формируется научное знание. К примеру, учение об эволюции, о происхождении человека от общих с обезьяной предков. Прошло вот все вот эти ступеньки. И сегодня то, что называется эволюционизмом, где-то вот здесь находится. Для большинства ученых теория эволюции происхождения человека – это уже закономерность, но однозначно ученые фиксируют, что есть определенные слабые места в этой теории, поэтому, значит, пока что мы говорим теория эволюции. Для некоторых противников эволюционизма это, где-то вот здесь находится, потому что они не могут расстаться с мыслью о том, что Господь Бог Всемогущий создал нас на собственное усмотрение свое. Так, теперь, наконец-то, самое главное. Как нам опознать науку, отличие науки от ненауки? Вот на семинаре мы с вами сегодня с одной группой рассуждали, с другой будем через некоторое время, чем квазинаука от лженауки отличается. Вот, чем мнимая наука отличается от выдуманной науки. Вот перед вами 4 постулата, 4 основных положения научного знания, 4 ножки у этого стола. Я думаю, здесь по названию все понятно, но я все-таки здесь несколько прокомментирую. Про это мы уже говорили. Первый постулат. У всего есть причина.
Если я причину не вижу, это моя проблема. Как сказал Гегель, случайность – это непроявленная закономерность. Вот. Сегодня в науку возвратилось представление о случайности, стохастичности, как говорится, но не в том плане, что сегодняшние ученые говорят, ой, это произошло случайно, а в том, что они фиксируют свое неумение отгадать связь событий. Если я вижу что-то случайным, если мне на стройке на голову упал кирпич, и я при этом шел без каски, без шлема, для меня, глупого человека, это случайно. Закономерность написана на входе на стройку. Не ходи без каски и вообще не ходи по стройке, нечего там ходить, потому что там на голову может упасть кирпич. Вот. И так называем это, другое название каузальность от латинского кауза, причина, или популярный сегодня в науке термин детерминизм, причинная обусловленность всего. Ученый никогда не успокоится, если ему говорит, ну это само по себе произошло. Ну вот так случилось и все, судьба. Ученого сразу начинается зуд, и он пытается разыскать какие-то причины того, что это произошло. Это первое. Второй момент. Ученый убежден, что можно объяснить все умом. Может быть не сейчас, а послезавтра или через 100 лет, но он это объяснит. Как теорема Ферма, которую только несколько лет назад великий Перельман разгадал, которая почти 100 лет была неразгаданной. Но Ферма, тем не менее, знал, что ее можно разгадать и объяснить. Вот. Умопостижимость либо рациональность. Не путайте с рационализмом, это важный момент. Рационализм – это совсем из другой оперы, здесь именно рациональность. То есть я своим умишком могу, в общем-то, мир постичь и объяснить. Следующий принцип. Всеобщность. Не бывает казахстанской физики. Бывают физики, которые живут в Казахстане. Не бывает российской социологии, хотя многие сегодня стараются именно это доказать. Есть социологи, которые живут в России. Знание научное можно употребить абсолютно всегда и везде. Здесь принцип, что русскому хорошо, что немцу смерть не действует. Вот в этом особенность. Если ученый работает на какую-то узкую область и не может свои знания расширить на другие области, ну это какой-то не настоящий ученый, это максимум мастеровой технарь какой-нибудь. Знания можно применить всегда и везде. Ну и последний момент, он требует объяснения, натурализм. Объяснение природы языком самой природы. Упал на голову кирпич по каким причинам? Если я начинаю говорить, ну потому что грешен был батюшка, это не научный принцип. Если кирпич упал на голову, ну потому что, значит, начальник стройки, прораб к одному зодиакальному созвездию относится, а я идущий внизу к другому, например, он стрелец, а я козерог. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Если я утверждаю, что язык, что кирпич мне на голову упал, чтобы дух мой закалить. Все, опять же, из этой ненаучной оперы. Натурализм от слова натура, природа предполагает, что я без каких-то внешних сверхъестественных игр и языковых игр использую объяснение. Так что вот мы с вами говорим. Так что если здесь, конечно, есть нюанс. Есть нюанс. Принцип пятилетнего ребенка Эйнштейна я упоминал. Конечно, для того, чтобы достучаться до людей, чтобы объяснить на пальцах, ученые используют разные способы. Но в целом, конечно же, я объясняю природу, исходя из природных закономерностей, а не из каких-то внешних определенных сил. Вот, значит, вот это мы называем основными фундаментальными научными принципами. Так, вот сейчас, вот на этом уровне, есть у кого-то вопрос? Так, да. Причинность это можно тоже перефразировать случайность и не случайно. Можете прям так и записать, да. Случайность и не случайно. Теперь две основные методологии. Все ученые делятся на две основные базовые категории, жутко ненавидящие друг друга. Одна категория для другой является болтунами. Другая категория для первой является технарями, которые не в состоянии ничего понять. Поэтому все люди, собственно говоря, делятся на две категории. Либо от мозгов к рукам, либо от рук к мозгам. Совершенно разные подходы. Эмпиризм – это опытно-экспериментальный путь познания. То есть я начинаю от рук и заканчиваю умом. Я сначала провожу опыты, я сначала накапливаю знания, а потом их осмысливаю. Эмпиризм записали, да? Опытно-экспериментальный способ познания вообще. Рационализм – это исключительно разумный способ. Здесь сначала я создаю гипотезу, сначала я создаю умственный план, а потом проверяю его. Поэтому ученые все это делятся на две категории. Вы, наверное, уже поняли, к какой категории отношусь я. Ну-ка попробуйте предположить. Вот как раз меня постоянно почему-то принимают за эмпирика. Нет, к сожалению,
я абсолютный теоретик. Но здесь есть нюанс, как говорится. Не нужно считать, что для рационалиста практика не важна. Как говорил Энгельс, теория без практики – это дрянная теория. Теория никогда не должна от практики отрываться. Вопрос, что первично, что вторично, как идет умопостижение. Вот так все люди делятся на две основные категории. Почему именно так происходит? Может ли быть середина? Середину, безусловно, мы должны искать и стремиться к ней. Но по своему способу обработки информации каждый из нас либо туды, либо сюды тяготеет. Как я думаю, вы сами понимаете. Зафиксировали себе, да? Так, теперь идем дальше. Поговорим на интересную такую специфическую тему. Эксперимент. Самый главный из научных методов. Что такое эксперимент? Можете записать определение, если у вас нет. Это искусственное повторение природного явления. Вопрос, которым мы сейчас с вами займемся. По поводу гуманитарных наук, по поводу социальных наук. Искусственное повторение. То есть я чего-то там надумал, взял пробирку. В пробирке я это осуществил, если у меня получилось, значит моя теория была права. Итак, внимание, внимание, если мы говорим о естественных науках, здесь все просто. Невозможно умом представить, как это перышко может падать одновременно с металлическим шариком. Просто ум отказывается, но я беру трубку, откачиваю оттуда воздух, проверяю, показываю это самому себе, и тогда мой ум признает. Вот, то есть эксперимент бывает радикальным. Но это естественные науки. Вопрос самый интересный для меня, как для специалиста по гуманитарным наукам. А в обществе можем ли мы провести такие эксперименты? Если, да, вот как раз поговорим с вами немножечко о самых известных социальных экспериментах. Итак, во-первых, эксперимент Соломона Аша. Что этот социолог, один из первых социологов-экспериментаторов в 1950-е годы, человек, прошедший ужасы Второй мировой войны и концлагерей, что он пытался с помощью этого эксперимента выяснить? Уровень нашей соглашательности. Людям раздали по 2 карточки. Большое количество людей раздали по 2 карточки. Вопрос, который задавали, значит, какая из линий на второй карточке равняется линии с первой карточки? Ну, вы видите, каждый из вас сможет ответить. По поводу линии С, да, наверное, она равна, да? Но что линия А не равна и линия Б не равна, это однозначно. Никто из вас не скажет, потому что все вы в здравом уме и трезвой памяти. Но в аудитории были подсадные утки. Передо мной 10 человек утверждает, что линия А равна линии на первом рисунке. И когда до меня доходит очередь, я то же самое отвечаю. Результаты были просто ошеломительными. Значит, вот из неподсадных настоящих людей в 80% случаев, более даже чем 80%, люди отвечали не так, как они видят, а так, как до них отвечают. Вот видите, это один из первых экспериментов по исследованию конформности, нашей соглашательности. Вот, то есть, может быть, не доверяя своему зрению, может, мне показалось, но 10 человек передо мной ведь не могли ошибаться одновременно все друг за другом. И когда до меня доходит очередь, я говорю, да, конечно, фюрер велик. Да, конечно, наша нация самая лучшая в мире, потому что до меня сказали, например, какую-нибудь очевидную ересь очень много человек. И тогда я повторяю это за ними, даже если сам с этим не согласен. Всего лишь навсего подсадные утки были использованы. Это первый пионерский эксперимент Соломона Аша. Более радикальный эксперимент Стэнли Милгрэма. Вот этот эксперимент, который был просто громоподобный. Вот благодаря этому эксперименту социологию начали воспринимать как настоящую науку. Вот, значит, здесь участвуют 3 человека. Наблюдатель, учитель и ученик. Роль наблюдателя постоянная, это экспериментатор. Роли учеников и учителей распределялись случайным порядком. Вот, это более серьезный эксперимент. Потом я вам расскажу, что он исследовал. Вот, то есть, если я наблюдатель, я просто наблюдаю и даю некоторые подсказки. Что делает учитель? Он задает вопросы ученику. Если ученик отвечает неправильно, учитель бьет его электрическим током. Определенный разряд ему подает. Если следующие ответы ученика будут тоже неправильные, по правилам эксперимента мощность тока увеличивается с каждым неправильным ответом. И доходя до последних неправильных, мощность уже очень сильный, серьезный болевой разряд. Вот, значит, что делает учитель? И, значит, особенность в том, что это была проверка не учеников, а только тех, кому достались роли учителей. Я сижу и бью тебя током.
Ты отвечаешь мне неправильно. И я продолжаю тебя бить, хотя могу не бить. И учитель, вот она, вот эта страшная схема, до определенного момента поднимает уровень тока, все равно, хотя может его не поднимать. И никто не проверяет учителя. Все проверяют только ученика. Учитель только выполняет свою работу. В ключевой момент ученики все подставные. Они изображают, что их бьет током, на самом деле ничего они не испытывают. Но учитель это видит. В ключевой момент, когда удар током уже достаточно сильный, учитель начинает сомневаться. Вы видите, такая схема неравномерная. И в этот момент я, как наблюдатель, даю ему один из 4 последовательных советов. Первое, я ему говорю, твоя роль предполагает объективное участие. Если он после этого сомневается, я ему говорю, эксперимент требует завершения. Если в 3-й раз сомневается, я ему говорю, люди все сами выбрали свои роли. Вот, если в 4-м, я ему начинаю то же самое говорить, только в суммированно, в общей формулировке. Если мы этого не сделаем, знания научные будут неправильные, вся теория рухнет. Это воздействует мотивационно и продолжает учитель бить током. Теперь объясняю, кого исследовал. Стэнли Милгрэм опять же занимался исследованием системы массовых коммуникаций, фашизма, нацизма, массовых идеологий. И не только того, насколько люди в это верят, а, например, были ли зверями нацистские надзиратели в концлагерях? Все как один. Были ли зверями, например, такие же, вот как вы, молодые совсем ребята, которых забрали из вуза, надели на них форму нацистскую и отправили жечь огнеметами какие-нибудь украинские села? Были ли они нацистами? Милгрэм исследовал социальное место. И самый страшный вывод – социальное место, социальная роль, набор социальных функций важнее для меня, чем мои моральные правила. Практически каждый человек, практически в каждой серьезной ситуации отбросит мораль и ценности и будет действовать так, как ему приказывает его должность. И он будет бить дубинкой студента на митинге, выбивая ему зубы, потому что он в полицейской форме, а не студент. При этом, может быть, искренне в этом раскаиваясь. Вот ведь это очень серьезно. Если хотите, потом загуглите и посмотрите. Но это один из самых обсуждаемых социологических экспериментов был. Проведен очень серьезно. Подготовка к нему была. Вот. В отличие от эксперимента тюремного, я про него вам рассказывал, поэтому здесь пробежимся по нему лишь бегло. Эксперимент, Стэнфордский эксперимент, он же тюремный эксперимент, он же эксперимент Зимбарда. Целый фильм снят на эту тему, триллер. Здесь кадры не из эксперимента, а из фильма. Значит, Зимбарда до сих пор жив, до сих пор рассказывает. Случайным порядком среди студентов, он социологию преподавал. И он исследовал, значит, природу насилия, социального насилия. Зимбарда полемизировал с психологами и психиатрами, которые утверждают, что садист – это психическое отклонение. Зимбарда утверждал обратное. Случайным порядком распределены роли охранников и зэков. Арендовано пустующее здание тюрьмы, и в соответствии с выбранными случайно купончиками ребята были распределены на месяц. Эксперимент пришлось прервать раньше из-за высокого уровня садизма, который показывали ребята, вытащившие клочок бумаги с надписью «Охранник» по отношению к тем, кому не повезло с выбранной ролью. Вот тоже, примерно то же самое, чем занимался и Милгрэм, и Аш, но на более серьезном уровне. То есть простые ребята, парень, который сидит рядом с тобой, на которого ты сейчас смотришь, у которого ты списываешь на контрольные, может избивать тебя дубинкой до полусмерти, или ты его. В зависимости от бумажки, которую ты вытянешь. Очень сильно повлиял этот эксперимент на контркультуру, на антиполитические, антивоенные движения. Но я думаю, здесь, если вы хотите, займитесь сами. Вот. Этот эксперимент был более экспромтом, и самым экспромтом был самый шокирующий, самый известный, до сих пор обсуждаемый эксперимент, потому что он вообще получился случайно. 3-я волна. Так называемая 3-я волна. Когда обыкновенный американский школьный учитель не смог ответить ребятам, школьникам, а простым, которым младше вас, ответить на вопрос, да как же получилось так, что пропаганда обрабатывает людей, ничего, мозгов нет? Они что, не видят элементарные вещи, что ли? Почему получилось так, что какие-то люди заявляют о том, что они правильные, и начинают уничтожать тех, кого считают неправильными? Опешивший школьный учитель Рон Джонс
сказал ребятам: хорошо, давайте я вам объясню этот механизм, который использовали итальянские фашисты, германские нацисты, испанские франкисты и до сих пор используется активно в других странах, соседних с Казахстаном. Но я от вас, говорит, попрошу одного условия. Вы будете выполнять, ребята, все, что я вам скажу. Я вам не наврежу, честно, не наврежу, но вы будете делать то, что я скажу. Хорошо? Да. Второе, говорит, условие, ребят, если вам не понравится, мы сразу прекращаем. Согласились, два условия. Первое условие, он сказал: все сидим очень смирно. Абсолютная дисциплина на занятиях. Руки вот так, спина прямая, не касаясь спинки стула. Вопросы только поднимая руку. Отвечаешь только вставая и, значит, давай конкретный ответ на конкретный вопрос. Ну здорово, ребята начали притворяться с очень большим успехом. Через неделю резкий взлет успеваемости у ребят. Помимо того, что им психологически понравилось это все, они заявили о том, что они хотят продолжить эксперимент. Они увидели по оценкам, что у них хорошая результативность идет. Ладно, вторая стадия Рон Джонс запускает. Вторая стадия: мы должны воспринимать отстающих как свою собственную проблему, если мы учимся лучше. Поэтому если у тебя 4, а у твоего соседа 3, это твоя проблема, хорошист. Ты должен повернуться к нему, если разрешит учитель, и максимально попытаться довести его до уровня 4. Если он не станет хорошистом, как ты, твоя проблема. Все должны иметь одну хорошую оценку. Ребята все тут же обратились друг к другу и начали работать коллективно, шефство так называемое. Вот, все, значит, успеваемость еще сильнее повысилась. Вот, значит, третий уровень, было придумано условное приветствие. Салют. Вот, значит, вот тут уже начались определенные проблемы, потому что это не просто понравилось ребятам, разошлось по всей школе. Класс Рона Джонса стал самым успевающим, самые высокие показатели. И он пришел в сомнение, Рон Джонс, когда однажды он вошел в школу, и его школьный учитель поприветствовал этим салютом. Ребята, это 1960-е годы. 1960-е годы. Вот, значит, осталась последняя фаза. Последняя фаза – это pride, гордость. Ребята должны были постоянно повторять: мы лучшая группа, все остальные группы учатся хуже нас. Это абсолютная правда, потому что у них реально так это было написано в их зачетах. Вот, значит, они постоянно повторяли, хором скандировали, и это повторяли всем ребятам всех других групп. Ты молодец, ты из класса Б, поэтому ты хуже, чем мы. Мы-то класс А. Ты не веришь, что мы лучше? Смотри, смотри дневник. Видишь дневник? Вот, значит, потрясло Рона Джонса, когда ему однажды вечером позвонил отец одного ученика, который одновременно был еврейским раввином, то есть главой еврейской организации. Но я думаю, вы знаете отношение нацистов к евреям, Холокост, концлагеря и так далее. Позвонил отец раввин и очень сердечно поблагодарил его за этот эксперимент, сказав, что его сын, который в этом классе учится, показывает очень высокий результат, и что благодаря Рону Джонсу и его методике, уникальные методики, теперь все ребята смогут освоить на высочайшем уровне. После этого Рон Джонс просто, как говорится, все уже очевидно. Этот эксперимент прервал. Вот перед вами все. И сила пропаганды, и сила внушения, и сила группового участия. Вот так, ребята, рождается фашизм. Это не дело отморозков каких-то, которых в детстве не добили и сильно били. Это достаточно легко манипулируемая сила. Вот если хотите, также загуглите. Это я вам говорю для того, чтобы показать даже в гуманитарных науках, такие как психология, социология, антропология, силу и значение эксперимента под названием «Третья волна». Это из фильма, который был снят тоже на эту тему. Это фотография до сих пор ныне живущего престарелого учителя, который случайно экспромтом стал одним из самых знаменитых социологов-экспериментаторов 20 века. Так, теперь поговорим про прогресс человечества. Возвращаемся к нашей основной теме, насколько и куда наука всех нас ведет. Ну, во-первых, чисто конкретно, как говорится, ученые, которые просто вот реально взяли людей и спасли их. Миллионы людей спас Александр Флеминг, изобретший пенициллин. Это первый антибиотик. До этого, если у человека было бактериальное заболевание какое-то, то только сила иммунитета останавливала его от смерти. Теперь мы в случае каких-то заболеваний, мы теперь даже моднее, чем мы говорим: ой, антибиотики, я не хочу свой организм портить. Ну, тот, кто выбрал антибиотик, тот на семинаре нам на эту тему достаточно серьезно расскажет. Вот, значит, эта же тема только немножечко по-другому. Луи Пастер. Потому что Пастер спас гораздо больше людей, чем Наполеон убил.
Речь идет о пастеризации. Ну, во-первых, то, что мы знаем, вот это уничтожение бактерий. И самое главное, это вакцинация. Он не изобрел вакцинацию, он поставил ее, грубо говоря, на поток. Вот и все мы сегодня можем ходить, не болея болезнями, которые раньше косили миллионы людей. Например, оспа. Вот. Значит, Игнат Земельвейс. Его называют отец всех современных женщин. По двум параметрам. Ну, во-первых, Земельвейс произвел второе в Европе кесарево сечение. Первое за 200 лет до него было произведено. Эта женщина умерла, правда, не от последствий кесарево сечения, но тем не менее эксперимент был скомпрометирован. Он произвел эксперимент, нет, оно раньше проводилось, конечно, кесарево сечение с глубокой древностью, но это всегда заканчивалось гибелью либо матери, либо ребенка. А здесь он провел плодотворное, и мать и ребенок остались живы. Но это ладно. Он первый, значит так, что его называют, грубо говоря, отцом кесарево сечения. Многие люди, у меня есть многодетная семья, в которой 5 детей. Все 5 родились посредством кесарево сечения, мать до сих пор живая, здоровая. Вот. Второй момент, именно Земельвейс задался вопросом, а почему женщины гибнут? Вдумайтесь, до начала 20 века роды – это была лотерея. Умирало 63% рожениц во время родов. Земельвейс задавался вопросом, почему? Каких только вопросов версий не было, начиная от духовных и заканчивая там истощением организма и все прочее. Но больше половины вероятности, что женщина при родах умрет еще 100 лет назад. Земельвейс задался вопросом, а может быть дело в гигиене? И он начал мыть руки, когда принимал роды. Значит, его ученик после него продолжил это дело и довел до того, что когда была введена в обязательную практику мытье рук во время родов, смертность во время родов с 63 до 3% упала. С конкретное спасение конкретных людей. Вот, значит, или Вернер Форсман, например, значит, который изобрел сердечное шунтирование. До него все уверяли, что сердце отторгает любую инородную ткань, поэтому если ты стареешь, питаешься чипсами и всякой дрянью, у тебя возникают холестериновые бляшки, и все, по большому счету, в 40 лет сердце забито холестериновыми бляшками и так далее. Ничего туда не вставить. Он ввел катетер, он изобрел сердечный катетер. Более того, поскольку ему не верили, никто не хотел с ним идти на эти эксперименты, он проводил эксперимент на самом себе. Он самому себе его вставлял все глубже, 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 пока от предсердия он в желудочке уже не стал вводить благополучно. Скольких людей спас. Ну и с другой стороны, например, Эдисон элементарно с помощью электрического освещения сделал ночь временем, когда мы не просто живы, а мы можем даже модничать и говорить, ой, ну понимаете, я просто по натуре сова и все прочее. Вот это все мы вправе имеем рассуждать только благодаря не изобретению, конечно, Томаса Эдисона, а его коммерциализации. То есть он изобрел коммерческую лампочку со стандартным цоколем, который долго служит и так далее. Он сделал ночь временем нашей работоспособности. Это говоря о конкретных изобретениях, таких, конечно же, не 6, наверное, 666 и гораздо больше. Я просто привожу вам примеры того, насколько ученые могут конкретно изменить жизнь. Теперь идем дальше. Мозги, грубо говоря. Насколько ученые могут изменить. Но об этом чуть поговорим дальше. Изменить, но ведь точно так же уничтожить. Что говорят противники науки? Они начинают показывать нам на страшные, ужасные, кошмарные, глобальные экологические проблемы и говорить, было бы ли загрязнение среды, если бы ученые не изобрели нефтеперегонку? Однозначно нет. Было ли бы загрязнение среды, если бы ученые не изобрели ядерный реактор? Однозначно нет. И так далее, и так далее. Таким образом, если мы посмотрим за всеми глобальными экологическими проблемами, конечно, стоят ученые. И те силы, которые сегодня отрицают науку, например, представители политических каких-то сообществ или религиозных сообществ, они активно, конечно, эту тему муссируют. Но об этом мы с вами поговорим чуть позже. Пусть пока вопрос у нас повисит. Вот. То, о чем я говорил, когда по Центральной Африке бегают целые сообщества 8-10-летних ребят, вооруженных автоматами Калашникова и соревнующихся ожерельями из человеческих взрослых черепов, кто сколько убил, то, конечно, мы задаем вопрос, была ли эта штука без каких-то изобретений, сделанных учеными и доведенных технарями до определенного развития. Но если вы раньше не видели эту фотографию, видите в первый раз, то это Хиросима.
которая изменила совершенно военный расклад. Первый боевой баллистический ядерный взрыв. Ну и, конечно, здесь этот момент. Откуда взялось умение управлять самолетом, сами самолеты у ребят, которые взрывали башни-близнецы и превратили сегодня терроризм в нечто интерактивное, в то, что можно сделать в любом мире, практически даже дистанционно. Да, конечно, здесь не обойтись без технических новинок. И религиозно-экстремистски ориентированные ребята пошли на курсы обучения самолета, чтобы современной технической штукой уметь управлять. И их учили специалисты, технари тому, что убило огромное количество, 3000 человек за один день. Вот, поэтому, значит, об этом мы с вами поговорим. Наука не только идет в сторону развития, она не всегда бывает гуманистично, оптимистична, поэтому задаемся мы вопросами, как наука меняет наше мышление, наши мозги, наши умы. Ну, все лица, которые перед вами, не только деятели науки, но деятели в том числе и техники, которых я уже сегодня упоминал, они все создали совершенно иной способ мышления. То есть, грубо говоря, вот до этого лица люди мыслили одним способом, потом это лицо что-то там сделало, и люди начали мыслить совершенно другим способом. Я думаю, каждый из вас может привести пример, я только некоторые скажу. До Ньютона мировое тяготение было одной из гипотез, и только он простую обыкновенную вещь высказал: в космическом масштабе меньше притягивается больше. Более того, он экстраполировал вот эту физическую тему даже на социальные отношения. Задумайтесь. После него пришел Эйнштейн, который создал проговорил новую специальную, главное, общую теорию относительности, объяснив вообще практически все, что в мире происходит. И у нас даже в обиход теперь вошло словосочетание, но это относительно. Это относительно. Вот о ком здесь можно поговорить. Чарльз Дарвин и его теория естественного отбора. Выживает сильнейший. Правда, не всегда когтями и зубами сильнейший. Иногда, как правило, вот здесь сильнейший. Но миром правит борьба за существование и естественный отбор. И мы до сих пор воспринимаем это как норму. На этом вся рыночная экономика замешана. Кого здесь можно? Фрейда. С его либидо, с его подсознанием, с его основным инстинктом, который является инстинкт сексуальный. Значит, ну о ком здесь можно говорить? Отец Грегор Иоганн Мендель, который объяснил, что главное в нашем поведении еще в XIX веке это не наше обучение, не наше знание, а наша наследственность. Она практически полностью определяет все. Сейчас возрождение обратно вот такого представления, опровержение теории чистого листа, которая в педагогике очень долгие годы была. Не буду здесь сильно далеко идти, например, рассказывать отдельно про грандиозное влияние Стивена Хокинга, книга которого «Краткая история времени» в год своего выпуска стала самым главным книжным бестселлером. То есть Хокинга читали не физики, Хокинга читали домохозяйки в свободную минутку на кухне, открывали книгу астрофизика Хокинга и читали, который создал настолько популярную и простую теорию, он ее даже назвал очень так юмористично «теория всего», которая объясняла не просто вообще все, а которая стала конкурировать, например, даже с религией. Вот, потому что чем вот до ученых пользовались, например, религиозные деятели? Потому что религия обращается к простому человеку, и она дает способ объяснения мироздания, которые понятны простому человеку. А до науки нужно еще дойти. Вот Хокинг изменил расклад. Вот, сначала Эйнштейн с его принципом пятилетнего ребенка. Вот, и Хокинг, который объяснил очень сложнейшие физические процессы на таком языке, что совершенно просто меняется сознание. Когда ты читаешь просто-напросто популярно написанную книжку под названием, допустим, «Краткая история времени», о чем говорится. Или про историю черных дыр. Вот. Так что это люди, которые меняют сам способ мышления, способ сознания. И дальше, как под воздействием новых научных открытий изменяется наука, изменяется научный мир, изменяется наше представление. Вот. Вам, конечно, трудно представить. Но смотрите, самый простой эксперимент. Я вам говорю фразу «выживает сильнейший». Возможно, вы не согласны с этой фразой, возможно, у вас своя интерпретация, но есть среди вас те, для кого моя фраза, вот эта прозвучавшая, звучит необычно. Первый раз слышите, выживает сильнейший.
Норма, вы это слышите и вы согласны или спорите с этой фразой. А вот как ученые меняют мир, об этом как раз мы с вами и поговорим. Можно это критиковать, но сначала ученые поменяют мир, потом ты будешь критиковать. Томас Кун, американский философ, разработал теорию научных революций. Как происходит революция в науке и технике, как появились смартфоны, которые лежат перед вами, как появился интернет, как появились нейросети. Это не случайный подбор научных данных. Итак, что происходит? Опять же, объясняется все на пальцах. Старая нормальная наука. Ученые обобщают что-то, перекладывают с места на место, наливают что-то в пробирки, совершают эксперименты, но не все эксперименты идут как надо. Некоторые ученые не могут интерпретировать. Честный ученый всегда записывает то, что он не понял, в отдельную папочку. Он не будет этим пренебрегать. Они записывают, а ведь папочка непонятного растет, растет, растет. Представили себе, да? Ну, например, в вашем представлении, как выглядит, например, атом, ядро, состоящее из протона, нейтрона, по орбите вращается электрон. Все мы представили. Как вращается. Поэтому, если вы смотрите и видите, что электрон вращается не по орбите, а как-нибудь по дикому куда-нибудь летает, вы это зафиксируете, скажете, один электрон не подчиняется правилам. Записали, оставили. То есть вот такие выходящие из общего представления какие-то научные отклонения. Вот эти самые открытия. Мы, например, обнаружили какую-то частицу атома, которая вообще хаотично движется и не подчиняется никаким закономерностям. Вот эти научные открытия собираются дальше по закону Гегеля, перехода из количества в качество, вдруг происходит какой-то разрыв. У кого-то перекрывает мозги, и кто-то берет вот те самые случайные научные отклонения и объясняет их логично и схематично. Например, возникает квантовая механика. Представление о том совершенно другое, что наше восприятие электронов, которые вращаются аккуратненько вокруг ядра атома, это наша проблема, потому что в природе такого нет. В природе как раз действуют те силы, которые мы видим хаотичными. А поскольку мы так не любим и не можем думать, мы их просто отбрасываем от себя. Так возникла, например, квантовая механика. К чему она привела, например, в дальнейшем? Перейдем к 2023 году. Например, российские танки «Армата», которые оснащены определенным видом брони, которая использует принцип квантовой неопределенности настолько, что, грубо говоря, броня чувствует, когда к ней подлетает снаряд, детонирует, отрывается от танка кусок брони и летит навстречу снаряду. Для того, чтобы взрыв произошел не на корпусе, а за несколько сантиметров хотя бы, чтобы танк сохранить. Вот в данном случае я вам объяснила то, как квантовая неопределенность влияет на конкретную современную военную технику. Итак, эти научные открытия складываются в общую парадигму. Парадигма по-гречески узел, а определение, которое я вам дам, парадигма, это общепринятый способ объяснения чего-либо. Общепринятый способ объяснения чего-либо. Общепринятый способ объяснения чего-либо. Возникает научная парадигма. Например, парадигма эволюционизма, который один из разработчиков которой был Чарльз Дарвин. Например, с Чарльзом Дарвином полемизировали, например, российский биолог Петр Алексеевич Кропоткин, который изучил огромное количество отклонений от теории Дарвина и выдвинул совершенно иную точку зрения, что миром правит не борьба, а товарищество. Например, с крокодилами, птичка, которая у него выковыривает пищу из зубов. Или мы с нашими бифидобактериями, без которых мы даже самый простой хот-дог не сможем переварить. Его не вы перевариваете, а бифидобактерии, с которыми вы в симбиозе находитесь. И Петр Кропоткин выдвинул теорию товарищества и взаимопомощи, которая тоже изменила мир. Появилось, например, движение анархизма, которое в сегодняшнее движение антиглобализма, в сквот-движение, в дауншифт вылилось и прочее. То есть меняются мозги у людей. И дальше уже под влиянием нового взгляда на вещи формируется новая научная революция. К примеру, о смартфонах, о которых я говорил. Появился, например, еще в 80-е годы совсем молодой человек, молодой технарь, которому говорили, что компьютер – это фундаментально. Это огромная вычислительная машина. А у него дикая безумная идея была. А я хочу запихать ее в карман.
И не просто запихать в карман. Я хочу сделать так, чтобы она была доступна абсолютно каждому. Ему говорят, да ты что, с ума сошел? Это же сколько транзисторов надо, сколько ламп там и все остальное. Ты перфокарт сколько нужно. Ему говорили, да, возможно, я не знаю как, но у меня идея. Суперкомпьютер, во-первых, в кармане. Во-вторых, он работает сам по себе. И простая домохозяйка понятия не имеет ни о каком языке, значит, ни бейсики, ни паскали, ни турбо-паскали, а просто тычет пальцем в этот суперкомпьютер, и он помогает ей жить. Они перед вами лежат. Лицо этого человека я показывал чуть выше, на одном из этих слайдов. Вот. Поэтому теперь совершенно по-другому. Сегодня вся компьютерная техника исключительно миниатюризирована, потому что в мире смартфонов только так быть и должно. Это говоря о парадигме. Так, ну и дальше говоря о прогрессе. Куда движут ученые? Перед вами схема научно-технического прогресса, которая возникла еще в XIX веке. Разработал ее основоположник позитивистского движения в философии Агюст Конт. Но она настолько популярна, что ее даже не называют так, как она написана перед вами в названии слайда. Не позитивистская теория. Сегодня все по умолчанию первое прилагательное опускают. И говорят просто теория прогресса, потому что она общепринята всеми и повсюду. Любое общество по учению Агюста Конта проходит 3 стадии. Казахстан, США, Гваделупа проходят 3 ступеньки. Первый уровень, когда я понятия не имею, почему молния ударила в дерево, но ко мне подходит шаман с бубнами и доходчиво мне объясняет. Он лишает меня страха, я успокаиваюсь, я приношу в жертву голубя или девственницу, и жизнь становится спокойно, нормальной и понятной. Честь и хвала тебе, батюшка, отец, мулла, раввин, шаман и так далее. Это первая религиозная стадия, когда религиозные деятели, человек в рясе, человек в султане, человек в челме, он управляет, в общем-то, всем обществом. Вторая стадия, это соответствует нашей эпохе, например, 18 века, когда миром правят философы. Они дают абстрактные размышления. Они рассуждают о любви, о свободе, о смысле жизни, о демократии, о насилии, о гуманизме. И возникает вторая ступенечка, где миром правят философы. Возникают общие концепции. Вот. Я сейчас могу вас спросить, например, за демократию вы в целом или против демократии. Вы можете ответить по-разному. Но самое главное, что вы прекрасно понимаете, что такое демократия. На своем собственном интуитивном уровне. Это потому, что где-то примерно вот здесь мы пока что с вами находимся. Например, я спрошу тебя, молодой человек, девушка, хочешь ли ты, чтобы по отношению к тебе регулярно, систематически применялось продуктивное домашнее насилие? Все вы ответите, конечно, понятно, однозначно. А почему? Да потому что философы вложили вам в головы представление о том, что насилие – это зло. И вы с ним живете, воспитав его из всей культуры, из воспитания, из педагогики. Но наступает третья фаза. Говорил Агюст Конт, говорил Стив Джобс, продолжает утверждать Илон Маск. Когда править будут не ученые, а люди в белых халатах. Править, я говорил, не философы, а ученые, люди в белых халатах, которые будут не просто объяснять мир, они будут его изменять. Зачем нужно объяснять, что такое космос, из чего он состоит? Давайте пойдем туда, как сказал Илон Маск. Давайте пойдем и посмотрим. А что для этого нужно сделать? А почему, сказал Илон Маск, говоря о парадигме, а с чего, говоря, вы взяли, что освоение космоса – это дело государства? Почему просто богатый человек не может взять и построить космодром? И отправить космический корабль? Он говорит, ты что, сумасшедший? Он говорит, посмотрим. Вот, и отправляет. Вот, причем результативный, побивая все рекорды, которые до него государственные аэрокосмические корпорации ставили. Вот. И возникает ситуация, когда вам на какой-то вопрос, как поступить. Например, у меня болят зубы. Один вариант. Тебе приходит батюшка, говорит, нагрешил, обжирался, грешил. Вот, это одна версия. Вторая версия. К тебе подходит философ и говорит, у тебя болят зубы, это плохо. Но ведь ты понимаешь, что через страдания твой дух закаляется, очищается, говорит тебе философ. К тебе подходит ученый и говорит, используй пасту для снижения чувствительности зубов. Ты пробуешь? Помогает. Все поняли, да? Что говорил Фрейд про улыбку? Вспоминаем. Вот. Итак, зарисовали, да, себе теорию прогресса. То есть наступает какой-то момент, когда все вот это, оно просто отмирает,
становится никому не нужным метафизическим хламом на помойке истории. А миром правят только истории. Только ученые. Жизнь превращается в рай, в Царство Небесное только на земле. Но есть нюанс. Эти ребята никуда не хотят уходить. Им охота по-прежнему ходить, чтобы перед ним кланялись, просили благословения, вот, копили их священные плевки и так далее. Поэтому, конечно же, мы возвращаемся к базовому вопросу. А что в целом меняет наука? Откатываемся обратно, пользуясь принципом верификации. А то я вам здесь нагнал всякого такого пропаганды, рекламы, а откатываемся назад. Действительно ли наука может изменить все, сделать мир прекрасным? Две базовые идеальные модели. Первая модель идеальная, здесь все понятно, это логика самих ученых. Каждый ученый занимается своим ремеслом, убежденный, что в целом это того стоит. Ну, вы понимаете, наверное, если вы в теме современной поп-культуры, почему именно этого человека я использовал. Почему именно этот человек практически равный Богу? Потому что он ученый. Для него нет бесконечности. Он может путешествовать между мирами, используя простую скотчем склеенную портальную пушку, которая он из одного пространства в другое переходит. И формирует свою собственную жизненную философию, которая радикально отличается от моральных ценностей, принципов и так далее. Это одна позиция, об этом я уже говорил. Обратимся к нашим оппонентам, к моим оппонентам, которые говорят: хорошо, наука. Наука уничтожила чуму? Нет. Наука уничтожила малярию, от которой умирали и умирают миллионы людей. Но только в прошлом году впервые в истории таблетка от малярии начала проходить клинические испытания. На данный момент пока что еще умрут от малярии. Голод. Наука уничтожила голод? Нет. Говорят критики науки: хорошо, ничего, наука ничего не уничтожила, что бралась. Что добавила наука? Она добавила нам онкологическую эпидемию настоящую. Как сегодня говорится, все люди умирают от рака, просто кто-то раньше умирает, не успевает, умирает от инфаркта. Вот, значит, категорически загрязнила окружающую среду, добавила настоящую эпидемию аллергий, эпидемию различных психических отклонений, когда люди не могут адаптироваться в информационном обществе, насилующие, мучающие при избытке информации. Поэтому возникает совершенно другая точка зрения. Ничего, поэтому наука вообще не нужна. А что может дать наука человеку? А не наука что может дать? Мотивацию. Нет более сильной мотивирующей, например, элементы духовной культуры, как религия. Ну-ка спрошу вас, кто-нибудь знает, что здесь вообще такое изображено? Что это за безумие? Ну, объясняю, рассказываю. Значит, в данном случае в православии был святой 100 лет назад, он был канонизирован, преподобный Серафим Саровский. Из образа его жизни, даже из его предметов, в Русской Православной Церкви создали специальный культ. В том числе, там, значит, определенный горшок, в котором он себе готовил, его посуда. Вот. И люди приходят на паломничество к местам, где жил Серафим Саровский, и в виде благоговейного прикосновения к святыне, для того, чтобы бесов, дьяволов, дурные помыслы знать из моей головы, батюшка надевает этот горшок человеку. Только в данном случае перед вами, если вы обратили внимание, не просто какая-нибудь там бабка, которая страдает от последствий своего аборта, завершенного 40 лет назад, а это официальный целый взвод из Российской аэрокосмической академии, курсантов, которых в виде приобщения к духовно-патриотическим ценностям отправили надевать горшки на голову. Осмыслите. Так что есть и другая точка зрения, которая совершенно иначе говорит. Максимальное ее развитие, конечно же, это бывший миллиардер. Я вдруг нечаянно обнаружил, что я стал по нему экспертом. Это первый советский миллионер. Первый советский, создатель первой советской биржи. Сегодня это главный проповедник архаизма и антинаучности Герман Львович Стерлигов, по которому ученые это колдуны, которые испортили весь мир, все уничтожили. Вот, который сегодня продолжает вещать, имея миллионы подписчиков на всех своих аккаунтах, и в Ютубе и прочее. Вот, значит, Стивен Хокинг, о котором до этого я говорил, умер. В тот же час практически Герман Стерлигов разразился вот этой тирадой. Если не видите, я ее специально даже зачитаю вам. Чтобы вы имели в виду, это происходит не когда-то, не в 15 веке, это происходит сейчас. На этой неделе лицедеи и колдуны дохнут как мухи. Сегодня день начался неплохо.
Еще одна прекрасная новость. Сдох проклятый колдун Хокинг. Яркий пример того, какую медвежью услугу оказали врачи уроду, обреченному на смерть еще при рождении, добившись того, чтобы он выжил и проумучился здесь. А теперь еще будет вечно мучиться на дне преисподней. Вместе с другими колдунами и учеными, прожив свою жалкую жизнь безбожником и сатанистом. Лучше было бы ему помереть младенцем. Слава Иисусу Христу! Герман Стерлигов. Пора устроить крестовый поход. Вот. Я опять же, если вы думаете, ребята, что я отыскал какой-то дичи на дне нормальности, загуглите, потом сами посмотрите, сколько подписчиков на аккаунтах этого человека, сколько лайков поставлено под этими постами, и тогда вы поймете, что средневековье, мрак, архаизм – это вещь не историческая, это вещь антропологическая. Идем дальше. Информационный мир. Подойдем к концу красиво. Итак, мир, в котором мы живем, называют 4 разными наименованиями. Это одно и то же, только взгляд с разных сторон. Наше общество, людей, которые живут в информационном, в технотронном мире, культурологи говорят постмодерн, предполагая некую новую совершенно эпоху. Экономисты говорят постиндустриальное общество. Это все одно и то же. Напишите себе вот эти вот 4 разных наименования нашей с вами эпохи. Нам ее очень трудно понять, потому что мы в ней живем. Как писал Есенин, лицом к лицу лица не увидать. Потом, может быть, наши потомки поймут, в чем мы жили, но нам некогда ждать, нам надо сейчас понять. Поэтому нам трудно наше общество исследовать. Опять же, повторяю, субъективность, наша сопричастность мешает нам ее понимать. Зафиксировали признаки современного мира. Вот здесь уже материал, который вам более скрупулезно надо себе записать. Но я думаю, проблем практически никаких из этих блоков не возникает. Пожалуйста, скопируйте их себе в свои рукописи. Начну с самого главного, прокомментирую, пока вы будете писать. Капитал как собственность, приносящая доход. Сегодня не нужно владеть фабрикой, можно владеть товарным знаком. В 2005 году фирма Adidas закрыла свой последний завод в Мюнхене. У Adidas больше нет ни единого завода. Есть офисные здания, наверху написано Adidas. Там сидят люди в белых рубашках, которые ездят в командировки в Китай, приезжают в Китай на фабрику, смотрят, качество нормальное, разрешаем вам на свои штаны приделывать лейбл не Abibas, ладно, Adidas, потому что штаны лучше, чем Abibas. Вот. А что продает сегодня Adidas? Он продает определенный уровень, определенный бренд. Вот что, значит, информация становится капиталом. Вот. Она стала... Сегодня говорю с коллегами постоянно и спорю, и различные семинары мы проводим, чтобы объяснить, что не надо пересказывать книжки. Ткнул пальцем в смартфон, вся информация мировая перед тобой. А если VPN установил, то вообще вся. Вот, поэтому нужно научиться ложь от правды отличать, а это сложнее. Это сложнее. Вот. Образование и наука тоже в наше время особое значение имеет, потому что не знания нужны, а умения и навыки, чтобы ты на уровне автоматическом мог свои навыки приложить. Потому что когда тебя посадят в корпорацию писать код, говоря о вашей специальности, вам будет не до рассуждения социальной справедливости. Тебе нужно будет конкурировать с людьми, имеющими больше жизненный опыт, чем ты. Что ты молодой можешь им предложить без опыта работы, если даже устроишься. Вот, значит, кроме того, здесь, думаю, тоже объяснять не нужно, потому что мы зачастую не понимаем, как работает устройство и тотально на него завязаны. Я не знаю квадратные корни. Если мне это будет нужно, мне калькулятор в смартфоне об этом мгновенно скажет. Но если не будет калькулятора, возникнут проблемы. Вот, здесь тоже, думаю, комментировать не нужно. Вся самая лучшая техника в мире – во всех практически уровнях, ну какие-то автомобили, строение, компьютера, производство компьютеров, самолетостроение. Вся самая лучшая техника в мире создается не руками человека. И сегодня инженер на фабрике Toyota один на целой фабрике работает, похоже на Гомера Симпсона, сидит, поедает пончики и смотрит за роботами, которые полностью контролируют весь производственный процесс. А он просто наблюдает за ним. Вот, говоря, кстати, о самостоятельности техники, но к этому мы сейчас еще вернемся дополнительно. Ну и отношения тоже, не только трудовые, но даже личные стали. Вот, виртуальными. Люди находят работу не просто в интернете, люди проходят собеседование, показывая свои навыки и умения, например, как я.
Мальчик находит девочку, между ними возникают романтические отношения по тому, какие аватары кто использовал, например, там ВКонтакте, или какие видосики кто запостил, отлайкал в Инстаграме. Так что, видите, даже здесь напоминается такой старый анекдот, когда отец говорит сыну, отец говорит сыну, как можно знакомиться в интернете, это вообще это просто безобразие. Он говорит, пап, да ладно тебе, ты маму вообще в карты выиграл. Вот. Задумайтесь, на что намекает этот анекдот. Итак, идем дальше. Итак, мы говорим с вами об информационном обществе, когда информационные потоки, все, что мы производим, все, что мы пишем, печатаем, слово матерное, которое вылетело у меня из уст случайно, или код, который я всю ночь сидел и строчил на своем компьютере, это по большому счету все является элементами одного информационного пространства, которое смыкается. Какой аналогии я вам предложу? Вот сейчас я выдохнул, сделал выдох. Углекислый газ немедленно перешел в эту атмосферу. Часть его вдохнули вы, часть осталась, часть вылетела. Вот, то есть у атмосферы нет конкретного носителя. Вот, то же самое представьте себе, экстраполируйте на информационное пространство. Вся информация, она связывается и по большому счету становится океаном, на дне которого вы обитаете. Вы можете себе представить, что мы с вами живем на дне моря? Нет. А представьте себе, что мы с вами живем на дне воздушного океана. Здесь лучше представить. Мы с вами живем в информационном океане. И важно давление воды. Важна плотность этой самой воды. Важны химический состав этой воды. Под водой мы понимаем с вами информацию. Вот если в таком разрезе мы мыслим, вот тогда мы становимся более современными людьми. Что перед вами? Нейросеть. Из чего состоит эта нейросеть? Ну, я думаю, я не удивлю вас, что вы скажете, что это все веса, отдельные станции обработки информации, в каждой из которых происходит, значит, определенная какая-то реакция. И в целом мы имеем вот это облако, которое существует по своей собственной логике. Мы можем подключиться к нему. Может быть, вот тут вот где-нибудь вот здесь вот мы чего-нибудь немножечко сможем поменять. Но кто из вас может поменять вот это все? Ну, раз задаваться фантазиями в духе бойцовского клуба, взорвать, обрушить все сервера. Но это из разряда, почему люди не летают как птицы. Вот. Так что мы с вами приходим опять же к понятию, которое 100 лет назад спродюсировал, так сказать, советский ученый Владимир Иванович Вернадский, ноосфера. Самостоятельная сфера человеческого ума и знаний. Если нет определения, пишите, не лените, только быстренько. Самостоятельная или самодостаточная, даже лучше будет сказать, сфера человеческих знаний. Вернадский опередил свое время почти на 100 лет. И когда его спрашивали, что такое ноосфера, кто ее носитель, он приводил вот эти аналогии. А кто носитель, например, атмосферы, носитель биосферы? Это просто сфера. Мы в нее включены. Мы включены в ноосферу, самодостаточную сферу человеческих знаний. Это не мы важны, а сфера важна. Самодостаточная сфера человеческих знаний. И тогда снова возникает вот эта фантазия, которую я на прошлом занятии перед вами обозначал. Что если мы говорим о том, что эта сфера сама по себе самодостаточна и не зависит от нас, то на кой ляд мы ей нужны вообще? И когда мы думаем об этом, все фантазии наши только почему-то постапокалиптичненькие становятся. Потому что мы прекрасно понимаем, что нейросеть, которая лишена привязки к конкретному телу, б, лишена мучающих нас эмоций, с точки зрения теории эволюции, гораздо более выигрышная здесь на Земле. Поэтому мы не видим произведений культуры, которые, заглядывая в будущее, нам рассказывают какие-нибудь красивые картинки о том, как нам будет хорошо жить дальше. Но это связано с нашим представлением о будущем, с нашими страхами. Ну и закончим мы с вами на том, собственно, для чего все это дело нужно. Человек и природа, даже живя в нашем информационном совершенном мире, мы все равно продолжаем кушать конкретную булку, которая сделана из конкретной пшеницы, которую конкретный крестьянин в Аргентине собрал со своего поля. Вот, так что мы никуда не девались от влияния гравитации на нас, воздуха и так далее. Вопрос, что мы с этим делаем? Стратегии отношений между человеком и природой в целом вообще. Очень абстрактный материал, но нужен нам для того, чтобы понимать нашу индивидуальную роль.
Немножечко проясню разницу между покорением и эксплуатацией. Покорение – это абстрактная вещь, нужно просто показать, кто ты такой самый главный. Покорил, стал царем, королем, все хорошо. Эксплуатация я использую. Что делают с батарейкой, у которой закончился срок эксплуатации? Поняли. Приспособление – несколько иная стратегия. Здесь я не намерен доказывать о том, что я круче всех остальных, превращать там реки в какие-то ужасные, кошмарные химические потоки. Например, я много лет не был в Хабаровске, и когда я приехал в город, с которым у меня связано много романтических воспоминаний, когда я увидел цвет воды реки Амур в Хабаровске, мне даже не надо было смотреть на вывеску «Купание запрещено». Я просто удивился тому, что может человек сделать с природой. Вот, значит, ну и уничтожение, кстати, мало кто вот намерен просто брать и уничтожать. В большинстве своем те люди, которые, бросают в лесу тарелку, испачканную кетчупом, эти же люди по воле судеб получают чиновническую должность. И дальше перед тобой выбор, например, просто увеличить доходность фирмы, своего собственного какого-то концерна, но при этом загрязнив природу. Все мы знаем, что китайские товары самые дешевые. Почему? Есть много объяснений. Не только экономические, но, например, в Китае практически отсутствует экологическое законодательство. Поэтому в стоимость товара не включены экологические издержки на очистку воздуха, на очистку воды, которую они в Амур выливают, и так далее, и прочее. Поэтому, покупая дешевую какую-то вещь, я экономлю свои собственные деньги, свое здоровье, свои силы. Но при этом эти деньги я отдаю в фирму, которая делает дешевую вещь, уничтожая мою природу. Рассуждая об электромобилях, рассуждая о сортировке мусора и о всяких вещах, которые нам кажутся, в общем-то, не совсем понятны. И в целом речь идет о том, что у меня в голове. От меня самого по себе зависит немного. Но, проходя, например, по природе и увидев какого-то грязнулю, который вывалил после себя мусор, я могу сделать ему замечание, могу пройти мимо. Мое замечание может быть бесплодным, но, по крайней мере, этот грязнуля запомнит, что кто-то на него отреагировал, на его поступок, как на отклонение от нормы. Это первая ситуация. Вторая ситуация, от тебя что-то зависит. Ты сидишь в каком-нибудь кресле, например, руководителя корпорации, и к тебе приходит человек, который предлагает очень приятный, хороший грант, тендер, откуп, откат и так далее, благодаря которому ты получишь много денег, но в результате будет совершенно что-то страшное с природой. И самое главное, если у тебя будет представление о том, что я и природа – это одно и то же, границ на самом деле нет, ты поступишь одним способом. И дальше, конечно, Руслан, дело в том, в удельном весе таких людей. Я в прошлый раз говорил, почему использую эту иллюстрацию, и, наверное, буду использовать всегда для заключения. Это иллюстрация того, как можно попытаться совместить. Это в Лос-Анджелесе хайвей. Внизу настоящая экосистема леса. Наверху идут автомобили, которые совершенно никак не связаны с этой. Попытка совместить. Главное – это наш ум. Попытка совместить, попытка представить то, что если я в одном месте с природой делаю что-то гадкое, оно не остается где-то там. Оно возвращается ко мне, может быть, через несколько станций. Поэтому какой-то олигарх, который в одной стране портит, например, природу и думает, что он в офшорных водах на 9-этажной яхте отсидится в замечательном виде, ну, конечно, с современной точки зрения об этом рассуждать как минимум глупо.